Russian with teacher Irina. Russian from zero to hero. Привет! Меня зовут Ирина. Я учитель русского языка. А это мой подкаст, где я говорю по-русски медленно, просто и интересно. Готовы? Поехали! Привет, друзья! Перед тем, как мы начнем, у меня для вас важное объявление. Я решила открывать курс по разговорному русскому языку для уровня B1. И этот курс будет на основе моего подкаста. Я поговорила со своими слушателями, и многие очень хвалят дополнительные материалы к подкасту и темы, которые я выбираю. Поэтому я решила, что я организую курс для тех, кто хочет регулярно, систематично и интересно учить русский язык на основе аудиоматериалов. Главная цель курса – это улучшать понимание русского языка на слух и учиться говорить как носителя. В курсе будут эксклюзивные выпуски подкаста. Они не будут в открытом доступе. Рабочая тетрадь каждому подкасту. Закрытый телеграм-канал, где мы будем регулярно повторять лексику из подкастов и делать интерактивные тесты. А также еженедельные разговорные встречи, где вы сможете обсудить и попрактиковать все, что выучили в течение недели. Все материалы курса будут с вами навсегда. Вы сможете переслушивать подкаст, перечитывать скрипт и регулярно повторять то, что выучили. Поверьте, это уникальная возможность для вас учить русский язык интересно, не по учебнику. На моем курсе русский язык – это инструмент, а не самоцель. То есть наша цель не выучить русский язык, а внедрить привычку регулярно потреблять контент на русском языке. Начало курса будет 18 ноября. Если вам интересны детали, то оставьте свои контакты в Google форме. Ссылку я прикрепляю в описании к подкасту. В течение месяца я продолжаю публиковать открытые выпуски подкаста, но после начала курса многие из них станут доступны только для участников курса. Ну все, друзья, я рассказала все, что хотела, а теперь давайте начинать нашу тему. Сегодня мы поговорим о том, как учиться меньше, но лучше. То есть как тратить меньше времени, но учиться более эффективно. Этот эпизод я делаю на основе лекции американского психолога и профессора Марти Лабделла. Его лекция есть на YouTube на английском языке. Если вы захотите еще больше узнать, то вы можете посмотреть эту лекцию на YouTube. И сегодня я хочу вам рассказать топ-5 советов, которые дал Марти Лабделл для того, чтобы увеличить эффективность вашего обучения. Первый совет звучит так. Учиться дольше не значит лучше. Если вы долго сидите с учебниками, это не значит, что вы хорошо все запомните и поймете. Дело в том, что средний временной запас студента всего 25 минут. Представляете? Первые 20-30 минут обучения самые эффективные.
После них мы не можем хорошо воспринимать информацию. Мы устаем, начинаем отвлекаться, хотим посмотреть в телефон, проверить сообщения и так далее. Друзья, это нормальная реакция мозга. Он хочет отдыхать. И знаете, что нужно сделать? Нужно дать мозгу отдохнуть. Лучшая стратегия – это делать регулярные перерывы. Перерывы помогают увеличить эффективность обучения. Поучитесь 25 минут, а потом сделайте перерыв на 5 минут. Потанцуйте, сделайте небольшую зарядку, послушайте музыку. Это поможет вам отвлечься от учебы и дать отдых своему мозгу. Если учиться с перерывами, то можно сохранить концентрацию на более долгое или более продолжительное время. Поэтому, если вы учитесь и хотите проверить телефон, это знак, что вам нужен перерыв. Только, пожалуйста, не нужно сидеть в телефоне. Сидеть с гаджетами – это не отдых. В целом, профессор Лабдел предлагает такую систему. Сначала вы учитесь 25 минут, потом делаете 5-минутный перерыв, потом еще 25 минут и после даете себе какой-то приз. Таким образом, один учебный круг составляет 55 минут. Через 55 минут учебной сессии вы можете сделать что-то приятное для себя, а потом снова повторять. Со временем мозг адаптируется к такой системе, у вас формируется привычка, и вы легче концентрируетесь. Ну что ж, теперь давайте поговорим о втором совете. Второй совет звучит так. Организуйте свое учебное пространство. Организуйте свое учебное место. Представьте такую ситуацию. Вы идете по улице и проходите мимо пекарни. Там пахнут булочки с шоколадом. Вы не хотели есть до этого, но сейчас вы ужасно проголодались. Вы срочно хотите пойти и купить эти булочки. А все потому, что маркетологи очень хорошо постарались, чтобы вы почувствовали этот запах и захотели прийти. Таким образом, окружающая среда, запах булочек, вид булочек повлиял на ваше желание поесть. Также и рабочее пространство может помогать вам учиться. Марти Лабдел говорит, что спальня – это не место для учебы. В спальне стоит кровать. И наш мозг привык, что кровать равно сон. Кровать – это отдых и расслабление. И это совершенно неплохо, если ваш мозг точно знает, где что нужно делать. Наоборот, это хорошо, если в вашем мозгу есть ассоциация кровать-сон, то значит вы легко засыпаете, у вас нет проблем со сном. А вот люди, которые работают на кровати, вероятнее будут иметь проблемы со сном, потому что мозг не понимает, где нужно спать, а где работать. Все смешалось, границы стерлись, они исчезли. И в целом это плохо влияет на ваше самочувствие и эффективность. Очень хорошо, если у вас в мозгу есть реакция на стимулы. Определенная зона имеет определенное занятие. И когда мозг попадает в конкретную зону, то он автоматически понимает, что ему нужно делать. И тогда вам легче будет начать,
Подумайте, где вы обычно учитесь. Если вы учитесь в комнате, где спите, то это не очень хорошо, но не страшно. С этим тоже можно работать. Если ваш домашний офис, домашний кабинет или учебное пространство находится там, где вы спите, то вам нужно разграничить зону отдыха и учебную зону. Лабдел рекомендует купить настольную лампу и письменный стол. И эти вещи вы будете использовать только тогда, когда учитесь. При этом стоит поставить стол спиной к кровати, чтобы вы не видели кровать во время обучения или работы. И вам предлагается сделать такой трюк. Когда вы учитесь, включите лампу и сфокусируйтесь на задаче. А когда делаете перерыв, выключите лампу, встаньте и сделайте небольшую зарядку. Когда вы вернетесь к учебе, снова включите лампу. Таким образом, ваш мозг привыкает к стимулам рабочий стол и лампа. Когда лампа включена, когда есть стол, то вам легче начать учиться и легче сфокусироваться на задаче. Я использую похожую схему. Я работаю в своей спальне. У меня нет другого выхода. Но когда я сплю, я лежу вдоль, а когда работаю, я сижу поперек на кровати. У меня здесь даже нет стола. У меня есть портативный столик для работы. И каждый раз, когда я сажусь работать, я включаю софтбокс. И я заметила, что я привыкла, когда у меня включен софтбокс и стоит мой столик, даже на кровати, я быстро фокусируюсь на работе, очень быстро. Все потому, что мой мозг натренировался, я создала привычку, и мозг к этому привык. Работа мозга автоматизировалась. Он видит софтбокс, портативный столик, и все, мы готовы работать. Переходим к следующему совету. Когда вы учитесь, в первую очередь фокусируйтесь на концепции, а не на фактах. Факты – это не главное. Лабдел рассказывает, что информацию можно разделить на две части – факты и концепция. Факты – это какая-то информация, названия, термины, даты, а концепция – это понимание, что это такое. Например, вы можете запомнить факт, что слово «яблоко» – это существительное в русском языке. Но если вы не понимаете, что такое существительное, то это бесполезный факт, который вы выучили и, скорее всего, очень скоро забудете. А вот если вы запомнили, поняли концепцию, что существительное – это часть речи в русском языке, которая обозначает предмет, лицо или явление и отвечает на вопросы «кто», «что». Если вы поняли эту концепцию, то запоминать факт, что яблоко – это существительное, вам не нужно, потому что вы поняли концепцию, и вы можете отличать прилагательное от существительного, например. Для фактов сейчас у нас есть Google и искусственный интеллект. Можно легко загуглить любую информацию или спросить у чата GPT. А чтобы понять концепцию, нужно приложить усилия. К сожалению или к счастью, мы не компьютер. Мы не можем просто загрузить информацию в наш мозг. Мы не можем просто прочитать один раз и запомнить все. Поэтому зубрить
Зубрить значит усиленно учить все наизусть. И зубрить бесполезно. Конечно, есть люди, которым это помогает. Например, я заметила, когда я преподавала в китайском университете, китайцам было проще сначала зазубрить тексты, зазубрить предложения, и только потом они могли строить свои предложения. Они прям зубрили, усиленно учили, очень сильно учили все наизусть. Но, к сожалению, большинству это не поможет. Для большинства это не работает, потому что это просто механическое запоминание. Когда вы механически что-то запоминаете, вы не включаете ассоциации, нет эмоций, и это время, как по мне, оно довольно скучное. То есть учиться должно быть в удовольствие. Вы должны получать удовольствие от учебы. А когда вы будете механически все запоминать, вы очень быстро устанете. Итак, 4-й совет – это не учитесь один, не учитесь в одиночку. Если вы учитесь в группе, то у вас появляется возможность учить другого человека и учиться у других. У вас чисто математически появляется больше возможностей, чтобы выучить что-то новое. Друзья, помните, в одном из выпусков я уже говорила, что я очень люблю учить студентов в группе. И вот еще одно подтверждение, что эффективность групповой работы научно доказана. Также доказано, что лучший способ научиться – это начать учить этому других. Честно говоря, это то, как я стала учителем. Когда я училась в школе, меня попросили помочь старшеклассникам подготовиться к итоговым экзаменам в школе. Я тоже была старшеклассницей, и через год мне тоже нужно было сдавать эти экзамены. Поэтому я с удовольствием согласилась. И схема была такая. Я была в роли учителя для этих старшеклассников, и просто перед нашим уроком я подробно изучала материал, пыталась понять причинно-следственные связи, потому что я знала, что мне нужно будет объяснять это другим школьникам. Благодаря этому опыту я сама очень хорошо подготовилась к своему экзамену. Просто потому, что мне надо было учить других. Я была учителем. Я искала, как максимально просто, легко, быстро объяснять материал. И это очень помогло мне. Если вам некого учить, то вы можете учить даже стул. Просто попытайтесь объяснить что-то кому-то. Объяснить даже игрушке, неважно кому. Вот этот процесс пересказа, он очень полезен, очень важен. Если у вас есть камера, то вы можете представлять, что вы записываете видеоурок для других студентов. Я так делала, когда готовилась к экзаменам в университете. И когда я ехала в автобусе, я переслушивала и пересматривала эти мои видеоуроки. Это тоже мне помогало. И последний совет на сегодня – это не нужно слишком много выделять текст. Давайте представим такую ситуацию. Вы захотели посмотреть фильм, который уже давно, много лет назад смотрели. Но вы ничего не помните, поэтому вы хотите пересмотреть его еще раз. И вот вы начинаете смотреть и вспоминаете сцены и реплики. И вам кажется, что вы все вспомнили, вы все уже знаете. Но на самом деле вы только распознали сцену, распознали объект. Если бы вас спросили,
Что было в этом фильме? Что говорила эта женщина? В отрыве от фильма вы бы не смогли ответить. Когда вы выделяете и потом повторяете текст, просто просматривая его, вы не запоминаете лучше. Вы просто распознаете текст в учебнике. Вы создаете иллюзию, что вы выучили эту информацию, что вы ее поняли. Но если вы закроете книгу, подумайте, а вы можете рассказать все то, что посмотрели? А через день вы сможете объяснить то, что вы выучили, другому человеку? Если нет, то значит, что вы неэффективно потратили свое учебное время. Узнавание не значит воспоминание. Прочитать учебник не значит, что вы все выучите, потому что просто прочитать, просмотреть, выделить, перечитать – это не обучение, а механическое запоминание. Та самая зубрежка. И как я сказала, а точнее, как сказал профессор Лабдел, для большинства это бесполезное занятие. Профессор Лабдел предлагает 5-ступенчатую формулу обучения, то есть она состоит из 5 шагов, как нужно правильно учиться. Но, к сожалению, друзья, у меня уже нет времени в подкасте, чтобы рассказать вам об этой системе. И мне очень жаль, что я не успела. Поэтому я расскажу об этом в своем телеграм-канале и в инстаграме в сторис. Не пропустите. Там он дает подробную инструкцию, алгоритм действий, как надо правильно учиться. Если не хотите ждать, вы можете загуглить. А потом по-русски прочитать это у меня на канале. Это будет для вас повторение, да? Ну вот и все, друзья. Какой получился насыщенный выпуск. Очень интересный. Надеюсь, что вам тоже было интересно. Как говорил Лабдел, одна учебная сессия составляет 25 минут. Это как раз длительность моего выпуска сегодня. Так что после подкаста я советую вам сделать перерыв, а потом вернуться к скрипту моего подкаста, переслушать и прочитать все еще раз. Так вы больше узнаете и больше поймете. Ну все, друзья, напоминаю, что вы можете оставить свои контакты, чтобы я отправила вам информацию по разговорному курсу. Спасибо вам за вашу поддержку. Я очень ценю каждый лайк, каждый репост, каждый просмотр и прослушивание моего контента. Пока-пока, друзья. До встречи. Russian with teacher Irina. Russian from zero to hero.